Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале «Уютный мир игрушек Амигуруми». Меня зовут Катя. Сегодня я хочу поговорить в первом подключении, где продаются мои игрушки. Самый популярный вопрос, который мне приходит, где я нахожу заказы. Я уже как-то писала пост такой, в обычных сетях. Здесь решила рассказать видео, так как вопросы все равно продолжают поступать, и заодно расскажу, что это все банальные соцсети, которые, я думаю, пользуются все. Так, хочу показать небольшие покупки, начиная с вот такой вот салфетницы для стола. Я заказала таких 2 штуки. И одна пришла такая более пышная, а другая такая более тонкая. В общем, я имею в виду по перышкам. Заказывала одного продавца, и она пришла на сантиметра 2 меньше, чем заявлено было в магазине. Это диаметр 35 сантиметров, а это пришла 33. Я не стала возвращать, чтобы потом опять не ждать. Просто на тот момент я заказывала ее за 360 рублей. Была очень хорошая скидка. А так в магазине она стоит 490-550 рублей. Поэтому это будет красиво для съемок, для видео. А эту я поставлю на кухню. Вот. Так вот. Хочу еще... Я отдала заказ на маленьких оленят и мишек. Девушке все понравилось. Это ее мишки, это для примера. И она привезла новую партию пряжи. То есть в прошлый раз у меня было 2-2. У меня связалось 18 игрушек. В этот раз 4 моточка одного оттенка, 4 моточка другого оттенка. По идее должно получиться 36 игрушек. Вот. Буду вязать. Новая партия, я очень рада этому. Так что денежку хочется заработать, конечно, поэтому берусь за такие интересные заказики. Вот. Тем более, если пряжу мне предоставляют, мне только связать и все. Так вот. Также поступил небольшой заказик на 4 игрушки. Я уже как-то упоминала его. Там бегемотик, мишка, Винни-Пух, маленький лунтик и единорожка. Я уже потихонечку подготавливаю пряжу. Заказала для бегемотика и единорожки, попросили в голубеньких оттенках. Это Ярна Джин 75. У меня было всего чуть-чуть такого моточка. Заказала на Валберсе, также хорошая цена была. Вот. Буду вязать и покажу, какие оттенки. Первым делом я начала вязать лунтика. Потом продолжу вязание в Анапе. Еду в Анапу к родителям. Вот. Начала уже лунтика. Вот так вот его уже оформила. Где-то у меня тут вязаная ручка уже есть. Вот. Пятнышки темно-фиолетовые, а светлые Ярна Джинс, это которые бархатистый такой. Не записала номерочки, что-то этикетки тоже выкинула. Голубенький оттенок, который я вам показывала. Винни-Пуха буду вязать из Alize Cotton Gold Hobby. И попросили, чтобы у бегемотика и у Винни-Пуха были красные свитерочки. Ну, у Винни-Пуха понятно, это у нас такой образ. А к бегемотику попросили также сделать красный свитерок. Вот такие вот у меня процессы. Это поедут со мной в Анапу. Потом, что я хотела еще показать? Больше нечего. Давайте я вам подведу небольшие итоги. За октябрь месяц у меня было связано 59 игрушек. То есть это немало и немного, но в целом здесь заказы хорошие. Здесь я вязала котиков 29 штучек. 15 перенеслись на октябрь с ноября. Также маленькие оленята мишки. Котиков еще вязала. Погремушки. В общем, здесь в основном заказы отмеченные. Свободного вязания у меня только была пандочка. И то, которую я еще не успела связать ушки и щечки. В общем, она у меня в недовязах. Вот. По поводу, где я продаю свои игрушки. Сейчас вам что-нибудь положу красивенькое. Будет пусть мордочка лунтика смотрит на вас, а вы смотрите на него. Расскажу, на каких площадках я вообще обитаю, где у меня в основном приходят заказы. Я думаю, что я не назову никаких новых площадок. Я думаю, у всех есть магазин на этих
онлайн-сетях. Это также, где и ярмарка мастеров, группа ВКонтакте я веду, Яндекс.Дзен, YouTube канал. Также выставляю небольшие игрушки на Авито, Инстаграм и Телеграм. Самый минимум, откуда приходят у меня заказы, это из Телеграма. В Телеграм просто пусто. Там в основном вязальщицы, вязальная тема, игрушки. Но также все равно люди ко мне подписывались из Инстаграма, которые постоянные заказчицы. Но которые постоянные заказчики, они в основном пишут мне, все равно продолжают писать в Инстаграме, либо уже просто напрямую в WhatsApp, либо Telegram в личном сообщении. С Авито мне неоднократно приходили заказы на погремушки, там в основном у меня погремушки. И, кстати, вот на этот заказ, который я вяжу мишек и оленят, вот на этих, они пришли у меня с Авито. То есть девушка нашла меня на Авито, ей понравилась моя вязка, как я вяжу, и предложила сотрудничество. То есть это вот тоже такой небольшой, точнее маленький сайт, хотя вроде как смотришь, там в основном продают вещи, которые уже были в использовании, да, либо магазины, которые крупные. Ну, в общем, вот. Мне очень повезло, что я выставила на Авито, и мне пришел такой хороший заказ, точнее, хорошая работка на вязание игрушек. Поэтому, так что смело также можете выставлять игрушки на Авито, и, может быть, что-нибудь кто-нибудь, да, и напишет. Но это одна из площадок. Также с YouTube канала мне приходят заказы, мне пишут ВКонтакте, говорят, что меня увидели на YouTube канале и хотят заказать игрушки. А Яндекс.Дзен это такая площадка, где я тоже выставляю ссылки на все свои соцсети, но, по крайней мере, мне еще никто не написал, что хотят заказать игрушку, мы вас нашли на Яндекс.Дзене. То есть это такая пустая площадка, которую просто смотрят, и все. Вот, там как это Яндекс.Дзен продали другим людям, очень немножко сложно там все стало, поэтому, честно говоря, не особо охоты есть там что-то развивать, хотя и деньги там вроде как монетизация есть, но не знаю, как-то они меня расстроили за последнее время. Также вот ярмарка мастеров, с ярмарки мастеров мне приходят заказы на моих маленьких игрушек, вот. Которые я вязала маленьких игрушек до этого. Был большой заказ на 16 вязаных из наличия. Это также пришло мне из ярмарки мастеров. Потом вот этот вот заказ я вяжу, который будет отправляться в Сахалин, ко мне пришел из ярмарки мастеров. В общем, что касается моих маленьких игрушек, в основном фотографии все малышей у меня там находятся. Это все приходит с ярмарки мастеров. И последняя моя ссылка, последняя моя соцсеть, где я нахожусь, это группа ВКонтакте. Но группа ВКонтакте, я думаю, есть у всех. Там в основном и заказывают, там в основном и мастера также, которые вяжут игрушки, так как я выставляю бесплатные мастер-классы. В общем, один заказ, например, пришел с другой площадки, пока связала, потом пришел другой заказ с другой площадки. И, в общем, так вот собираются заказы. Вроде кажется, что у некоторых, где вы столько заказов берете, вот просто веду 7 соцсетей, и с каждой соцсети мне приходит по одному заказу в очередности. И так получается, что я постоянно вяжу. И это очень-очень хорошо. Немножко заговорилась. Вот. Я пойду собираться в Анапу. Встретимся с вами уже чуть-чуть позже. Всем привет! У меня хорошая новость. Я получила оплату за свой заказ 1 числа. Вот, сейчас я буду их упаковывать и буду потихонечку собираться в Анапу. Я сейчас уезжаю домой к родителям. Покажу вам морешко. Пошлите через мостик перейдем. Там я уже в Анапе. Неделя была это очень сложная. Я ничего не вязала, ничего не снимала. В моей семье произошло горе, поэтому только немножко сейчас прихожу в себя и решила заснять вам небольшой кусочек. Это речка Анапка, которую вливалась раньше в море, сейчас его пересыпали. Вот решила показать вам. Там солнышко светит.
меня сейчас батарейка сядет. Я, конечно, подготовилась. Какая Катя, помню, куда мы ездим, постоянно сидит батарейка. Вот, села батарейка, перешла на другой телефон, попросила у Анюты. И теперь я решила вам отснять, показать одну игрушку, которую я успела буквально связать перед отъездом в Анапу, еще не знав о трудностей, которые мне предстоит было дома. Фокус немножко почему-то теряется. Я сейчас ближе подойду. Вот такого маленького дельфинчика связала. Нашла мастер-класс бесплатный на канале и хотела вам показать его возле моря. Всем привет! Новое мое подключение спустя неделю, спустя небольшого кусочка с Анапы, с моря. Я дома, и получается, была неделя для меня очень-очень тяжелой. Я понимаю, что мне надо вязать заказы, поэтому я находила немножко кусочки, точнее времени дома, и чтобы повязать. Я связала бегемотика. Вот, голубенький бегемотик в красном свитерочке. Осталось мне только оформить уже шарфики. Вот. Лунтик остался у меня в таком же состоянии, мордочки оформленной. У меня только готовый бегемотик, и на свое счастье я нашла, у меня, оказывается, Винни-Пух был в наличии. Девушка как раз присылала фотографию по этому Винни-Пуху. И мне осталось связать ему только шарфик. И мне немножко упростило работу. Сегодня довяжу лунтика. Сегодня, кстати, понедельник, 7 число. Как раз приехали в воскресенье в Краснодар. Ребенок завтра идет в школу. И я начинаю вязать. Вот, довяжу шарфики. Сегодня довяжу лунтика и начну вязать единорожку. Мне как раз пришла пряжа. Надо сходить забрать в стек. Там я заказывала в основном несколько моточков для гривы разных оттенков, и заказала Yarner Jeans ходовые оттенки, чтобы там не заказывать 2-3 моточка, чтобы мне приходилось с магазина, заказала там буквально на 1000, и все. Вот, пойду вязать, встретимся с вами чуть позже. Неделя сейчас будет такая, я думаю, более насыщенная. Уйду в работу, чтобы немножко, точнее, чтобы не оставаться с мыслями наедине, потому что это тяжело. Ладно, пойду вязать, и встретимся с вами завтра, во вторник. Покажу, что я успела ли я довязать лунтика или нет. Все, до связи. Всем привет! Сегодня вторник. Я уже сходила в СДЭК, получила пряжу. Мы чуть-чуть попозже с вами откроем пакетик, сделаем небольшую распаковочку и посмотрим, какие у меня оттенки пришли. И хочу показать небольшой процесс. Я хочу сегодня уже закончить этот заказ и вечером сходить на почту и отправить. Я успела связать лунтиком. Я его уже оформила. Сейчас я... Вот, связала ему шарфик, пришила все кругляшочки, оформила его, сделала небольшую тонировку ушек сухой пастелью, и все, лунтик у меня готов. То есть у меня уже 3 готовых игрушки. Вот они. И получается, сейчас я вяжу единорожку. Сегодня хочу по максимуму быстренько связать, сегодня уже и отправить, вечером на почту сходить.
потому что девушка уже ждет. Я обещала, что 8 числа игрушки будут готовы. А у меня уже 3 часа. Надеюсь, я успею к 7 часам быстренько связать. Оформлю онлайн посылку и мне только отнести. Вот здесь я связала голову, ручку. И связала все, что было на остатках у меня от моточка Yarn Art Crazy. Вот успела связать хвостик и небольшие кусочки для пряжи. Ой, для гривы. Так что вот так вот. Теперь что? Давайте мы посмотрим, что я заказала. В этом заказе также есть интересные расцветки. Сейчас я это уберу все. Вот такой вот небольшой пакетик. На самом деле он просто не помещается в камеры, но пакетик совсем небольшой. Заказывала с магазина рукоделия. В принципе, можно увидеть. В этом магазине единственное продается та пряжа для единорожки, которая мне нужна. В других магазинах, например, есть эта пряжа, но не все оттенки присутствуют, которые мне нужны для гривы. Я для себя выбрала несколько оттенков. И как раз таки вот для рукоделия в этом магазине есть. Все помятое. Я вам сейчас просто покажу по ценам. Yarn Art джинс заказывала 76 рублей одна штучка и 81 джинс Crazy. Так. Это мне подарочный набор «Сделай сам». Это надо посмотреть по ссылке, типа мастер-класса. Первый раз такая получаю, надо будет посмотреть. Так, Yarn Art джинс я в основном заказывала по 2 моточка. Вот, это для Винни-Пуха. Я заказала красивый оттенок 35. А потом заказала зеленый оттенок 69 для крокодильчика, для лягушек. У меня есть небольшие планы. Если как будет свободное время, так буду писать. Оттенок 71. Какой-то... Для меня это новый оттенок. Он на самом деле чуть-чуть темнее, чем показано на камере. 71. Хотя либо он так поменялся. Он же был немножко светлее, если мне не изменяет память. Сейчас я посмотрю из наличия. Да, девочки, 71. Смотрите аккуратно. Палитра очень сильно поменялась. Здесь такой молочный, кофейный, да, как мы обычно привыкли к 71 оттенку. А здесь он такой прям не такой, в общем, он темнее и больше похож оттенком такой бархатистый, как у нас есть фиолетовый, тоже бежевый был. В общем, смотрите внимательно. Оттенки здесь теперь отличаются. Здесь даже лот идет 952, а здесь уже 1088, но колор один и тот же. Вот так вот. Хорошо, что заказала 2, потому что у меня это 2 моточка один. Я думала, к нему буду довязывать, а здесь получается вот такая вот история. Так, дальше я заказала 0,7. Оттенок он остался неизмененным вроде как. А потом заказала оттенок номер 40, и мне кажется, он тоже другой стал, более светлый совсем. Сейчас я найду у себя. Так, а вот оттенок 40, старая палитра. Он более темный, чем новый. Вот, в общем, смотрите. Вот так вот. Даже смотрите, лот 802, здесь 970. Но номер колор 40. В общем, если будете заказывать, то заказывайте по 2 моточка. Если вам нужно связать новую партию игрушек, например, с этого оттенка, то лучше заказывать 2, если вдруг не хватит. И именно с рукоделия. Не знаю, как в других магазинах сейчас по оттенкам, но нужно быть, в общем, сейчас очень внимательными, особенно к таким ходовым оттенкам. Так, я тоже их заказала 2. 2 заказала салатовых. Салатовый вроде таки остался. И заказала 2, ух ты, 2 заказала 87-х. Из 87-го я вязала олененка, но он был темнее. Вот, предыдущий 87 и сейчас 87. Прям очень сильно поменялась палитра, прям очень неожиданно. И теперь как быть? Либо этих оттенков больше не будет, либо мне так повезло. В общем, интересно очень.
Так, тоже два оттенка. И затем я заказала по одному моточку Crazy. Это для единорожки. Как раз сейчас довяжу. Вот, это 72,05, 82,11. Для мальчика единорожку взяла 72,04. И заказала такую серо-белую черненькую. Это для зеброчки. Я хочу сделать зебру. У них еще есть такая палитра коричневых оттенков, но не было в наличии. Я хотела сделать лошадку, связать мастер-класс на маленькую зеброчку и на лошадку. Это игрушки по одной схеме. Но пока у меня зеброчка. С лошадкой немножко тогда подожду. Так что все. Моя распаковка пряжи в принципе закончилась. Большое удивление мне пришло оттенки. Прям вообще. Вот этот даже оттенок мне больше нравится, чем старый. А вот эти прям очень неожиданно. Мне больше нравился слив такой вот какао. Кофе с молоком. Это не знаю, как сказать. И все. Буду думать, буду гадать, что делать с этими моточками. Ну, в принципе, на какие-то моточки у меня планы совпадают. Буду вязать и встретимся с вами уже завтра. Всем привет! Сегодня у нас уже среда. Такое спонтанное видео. Я очень долго спала сегодня, поэтому сейчас в таком ускоренном режиме нужно быстренько оформить заказ и отнести на почту. Я буквально закончила вязать вчера вечером, но уже почта была закрыта, поэтому я отсфотографировала заказчице, ей все понравилось, и сейчас быстренько оформляю и бегу на почту, чтобы отдать ее. Поедет она в Южно-Сахалинск. Это посылочка. Я уже подготовила тут небольшие открыточки, бумагу, тишью и коробочку. Я надеюсь, в эту коробочку все поместится. Вроде как вместила, все было хорошо, но посмотрим, как это будет выглядеть с бумагой, тишью. И я хотела еще, чтобы эти игрушки потом упаковать в маленький отдельный пакетик. Надеюсь, уже это под вопросом. Мне главное, чтобы поместилась в эту коробочку. Она как раз таки очень объемная. Как бы она вроде кажется маленькая, но она очень глубокая и вроде как объемная. 4 игрушки должно свободно заходить. Вот, сейчас буду оформлять. А заодно я вам просто... Так, все, игрушки я все связала. Мастер-классы на все игрушки будут внизу под видео. Все ссылочки, где есть описание Лунтика. У Лунтика есть подружка еще Луна. У них отличаются пятнышки. Очень много присылают готовые результаты игрушек и немножко путают пятнышки. У Лунтика сделают на голове 3, у Луны 1, либо на пузике. У Луны на пузике 2 больших. А делают как у Лунтика. В общем, пятнышки вышивают по настроению. Мишка также есть мастер-класс. Это обычные мишки. Обычный мишка, там в мастер-классе есть как бы оформление Винни-Пуха, Мишки и Мишки Тедди. И единорожка. Вот. Все игрушки по одной схеме, отличается только оформление. Так что вот такие вот сейчас заказы будут оформляться. Вчера буквально перед сном продвинула своего заброшенного зайку. Я связала ножку. Ножки будут пришиты в вот таком формате. Мне очень нравится. И потом еще вышивать тут маленькие пятнышки. Этот мастер-класс ножек я взяла из своего мастер-класса по мишкам. Мишка Валентинка, по-моему, маленькие я вязала. И у них эти ножки оформления я взяла. И как раз таки сюда прям очень-очень зачетно зашло. Но надеюсь, сегодня как раз таки довяжу этого зайку. И вчера также перед сном разнообразила, продвинула немножко Винни-Пуха. Я ему пришила голову к туловищу и связала одну ручку. Вот. Пока у меня вот такие вот процессы с Винни-Пухом. Прям очень обидно мне стало, что он у меня лежит так очень долго. Все хочется и все никак. Так. Ну что, буду оформлять. Надеюсь, у меня все получится. И уже вам подключусь и покажу, как оформилась. В общем, я оформила посылочку. Вроде как вместилась очень аккуратно в коробочку. И начала уже вязать свой заказ, который на мишек. Нужно сейчас в порядке вещей очень быстренько вязать их. Сейчас начала вязать мишек и оленят. Нужно ускориться,
потому что пропустила очень много времени. Ниточки привезли давно, а я только сейчас начинаю вязать. Сегодня 9 число. Вот, и хотела вам показать карту, заодно отметить кусочек, куда полетит у меня моя посылка. У меня самые дальние были это Камчатка, две отметины. И сейчас вот здесь вот я отмечу остров. И город у нас... Так, подошла поближе, немножко отсвечивает ее. Вот Южно-Сахалинск. Сюда едет моя посылочка. Так что очень интересно наблюдать за картой, где же мои посылочки. Тоже вот я вот здесь вот, где красненькая, с беленьким Краснодар, и посылки аж сюда улетают. Так вот. Всем привет! Сегодня у нас уже четверг поздний. Я связала за вчерашний день, за среду, 3 медведя. Они выглядят у меня без глазиков и без носика, в общем, без вышивки. Мы с заказчицей договорились, что вышивать будет девушка сама. Чтобы мишки были одинаковые изначально, чтобы не видна была разница в мишках, так как мастера разные, вышивают по-своему. Все равно, если я буду делать, как девушка мне говорит, все равно мишки будут отличаться. Поэтому мы определились, что я буду только вязать, а вышивать будет она. И это даже очень-очень хорошо, потому что вышивать я не люблю, особенно глазки. У меня они получаются разные, непонятные, некрасивые. Вот, за четверг я только уселась вязать. У меня связано только 2 ручки и 1 ножка. И все. Больше я ничего не вязала. К сожалению, не было времени. Сегодня очень много домашней суеты. Походила по магазину. В магазине уже начинается новогоднее настроение, чему я очень рада. Я очень люблю этот праздник насыщенный. Заказала уже на Валбересе несколько штучек гирлянд. В общем, уже хочу наряжать квартиру и радоваться прекрасными праздниками, радоваться прекрасными огоньками на окошках. В общем, вот. И хочу еще показать вам, что я получила с Валберес. У меня огромное количество пряжи. У меня она только появляется, но очень медленно уходит. А я все заказываю. Но цена была очень-очень хорошая, по 65 рублей моточек. Но при том, что нужно заказывать 5 мотков в упаковке. Я заказала несколько оттенков, которые мне понравились. И сейчас вам покажу. Так, буду все показывать на своем рабочем столе. Я же работаю, у меня все в процессах. Так, я заказала красивый зеленый оттенок. Это получается у нас для лягушечек. Это оттенок 29. Вот такой вот. Дальше заказала номер 78 арбузного оттенка. Красивый. Причем эта доставка была, я так понимаю, с Краснодара, потому что я буквально вчера заказала и сегодня уже получила. Оттенок фиолетовый, это для лунтика.
Потом заказала оранжевый, у меня закончился, это оттенок 23. А фиолетовый, вам не сказала, забыла, по-моему, 89. Да, 89 фиолетовый. И заказала розовый номер 20. В общем, таких вот 5 упаковочек я заказала. 360 там с копеечками вышла одна упаковка. Ну, то есть 65 рублей один моточек. Так что я буду потихонечку готовиться к запасам, если вдруг пряжа будет дорожать, потому что скоро Новый год. Всегда после Нового года идет подорожание пряжи. А у меня уже будет все в запасах. И я буду очень счастливым человеком, потому что я успела все купить заранее. Вот. На этом вообще я хочу закончить свой вязовлог. Хочу уже завтра выпустить, потому что не снимала, опять же, 2 недели. И все. В общем, если вам понравился этот вязовлог, вам понравились мои готовые игрушки, которые уже уехали, мои процессы, мои недовязы, буду рада вашим лайкам, буду рада вашим вопросам. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, спрашивайте. Я всегда отвечу. Вот. Так что всем до новых встреч и до следующего вязовлога. Пока-пока.